Добрый день всем любителям русского языка. Тема нашего сегодняшнего видеословаря – семья. Мы поговорим о том, как называются самые близкие родственники в семье. Итак, семья. Единственное число этого слова звучит «семья» и пишется так. Родительный падеж единственного числа семьи или без семьи, например, с предлогом. Во множественном числе форма этого слова «семьи», то есть две формы отличаются только ударением. Родительный падеж множественного числа этого слова «семей». От существительного «семья» образуется имя прилагательное «семейный». В мужском роде единственного числа форма этого слова «семейный», например, «семейный альбом». Форма женского рода «семейная», например, «традиция». В среднем роде прилагательное имеет форму «семейное», например, «семейное торжество». И во множественном числе это слово имеет форму «семейные», например, «семейные отношения». Люди, связанные между собой родственными отношениями, называются родственники. Итак, единственное число этого слова – родственник, родительный падеж единственного числа – родственника. Во множественном числе именительного падежа это слово звучит родственники, и в родительном падеже множественного числа много кого – родственников. От имени существительного родственники образуется имя прилагательное родственный, которое имеет следующие формы. В мужском роде родственный, например, язык. В женском роде родственная, например, родственная душа. В среднем роде родственное, например, родственное мероприятие. И во множественном числе родственные, например, родственные связи. Итак, наш главный герой – мальчик Александр Иванов. Иванов – это его фамилия. Александр или Саша – это его имя. Пока Саша маленький, его все называют просто по имени – Саша. Но когда он вырастет, к нему будут обращаться Александр Андреевич. Андреевич – это отчество Саши. В России человек имеет кроме имени и фамилии еще имя по отцу или отчество. Только обычно по отчеству людей начинают называть, когда они уже взрослые. А это Андрей, отец Саши. Посмотрите, как пишется слово «отец». Итак, единственное число этого слова – «отец», родительный падеж единственного числа – «отца» или «без отца», множественное число – «кто» – «отцы» и родительный падеж множественного числа – «кого» – «отцов». Но «отец» – это официальное название. Оно употребляется, например, в документах. Дома же чаще употребляют слово «папа» или же ласково «папочка», «папуля». Итак, папа Андрей, а Саша – его сын. Давайте посмотрим на формы этого слова. Единственное число – сын, родительный падеж единственного числа – кого? Сына, множественное число – сыновья, или есть еще устаревшая форма или возвышенная форма – сыны. Родительный падеж множественного числа – сыновей или же, соответственно, сынов. Слово «сын» имеет уменьшительно-ласкательные формы – сынок, сыночек, сынуля или сынишка. Кроме папы, у Саши есть мама. Ее зовут Марина. Официальное слово, единственное число – мать, родительный падеж единственного числа – кого? Матери или без матери. Множественное число – матери. Посмотрите, форма родительного падежа единственного числа и форма множественного числа совпадают. Родительный падеж множественного числа – кого? Матерей. Саша зовет Марину дома ласково «мама» или же «мамочка», «мамуля». Саша – сын Марины. Для Андрея Марина – это жена. Давайте посмотрим на формы этого слова.
Единственное число – жена. Родительный падеж единственного числа – кого? Жены. Множественное число – жены. И родительный падеж множественного числа – жен. Для Марины Андрей – это ее муж. Давайте посмотрим, как изменяется слово «муж». Единственное число – муж. Родительный падеж единственного числа – кого? Мужа. Множественное число – мужья. И родительный падеж множественного числа – мужей. В официальных документах используется слово в мужском роде «супруг», а в женском роде «супруга». Марина и Андрей имеют еще одного ребенка. Это девочка Даша. Даша – их дочь. Итак, формы слова единственное число – дочь, родительный падеж единственного числа – кого? Дочери, множественное число – дочери и родительный падеж множественного числа – дочерей. Уменьшительно-ласкательные формы этого слова – дочка, доченька, дочурка или дочушка. Для нашего Саши Даша – это его сестра. Давайте посмотрим на формы этого слова. В единственном числе кто? Сестра. В родительном падеже единственного числа нет кого? Сестры. Множественное число – сестры. И родительный падеж множественного числа – сестер. Уменьшительно-ласкательные формы слова «сестра» – сестричка, сестренка. Для Даши Саша – это ее брат. В единственном числе слово имеет форму «брат», в родительном падеже единственного числа – брата, во множественном числе – братья и в родительном падеже множественного числа – братьев. Уменьшительно-ласкательные формы слова «братик» или «братишка». Итак, папа Андрей и мама Марина для Саши и Даши – это родители. В единственном числе слово имеет форму «родитель». В родительном падеже единственного числа кого? Родителя. Во множественном числе кто? Родители. И в родительном падеже множественного числа много кого? Родителей. А сын Саша и дочь Даша – это их дети. В единственном числе это слово имеет форму «ребенок». Родительный падеж единственного числа – ребенка, во множественном числе – дети, и в родительном падеже множественного числа много кого? Детей. У мамы Марины тоже есть свои мама и папа. Ее папу зовут Иван, а маму Анна. Для мамы Марины они являются родителями. А вот для Саши и Даши это дедушка Иван и бабушка Анна. Давайте посмотрим на склонение этих слов. Итак, дедушка в единственном числе, в родительном падеже нет кого? Дедушки. Множественное число кто? Дедушки. Родительный падеж множественного числа много кого? Дедушек. Что же касается бабушки, форма в единственном числе именительного падежа – бабушка. В родительном падеже единственного числа – бабушки. Во множественном числе кто? Бабушки. И в родительном падеже множественного числа кого? Бабушек. Наш герой Саша и его сестренка Даша для своих бабушки и дедушки – это внуки. Саша – это внук. В родительном падеже единственного числа это форма слова «внука». Во множественном числе – внуки. В родительном падеже множественного числа много кого? Внуков. В женском роде это слово имеет форму в единственном числе именительного падежа «внучка», в родительном падеже единственного числа «внучки», во множественном числе «внучки» и в родительном падеже множественного числа «внучек». Родители папы Андрея, которых зовут Петр и Полина, тоже являются для Саши и Даши дедушкой и бабушкой. А вот для мамы Марины они свекор и свекровь. Мама Марина для родителей своего мужа Андрея – это невестка или сноха.
Родители Марины для ее мужа Андрея – это тесть и теща. А сам Андрей для родителей своей жены – это зять. Родители мужа и родители жены по отношению друг к другу – это сваты. Причем отцам говорят сват, а матерям – сватья. Сашин папа Андрей имеет также сестру Веру, которая для его детей, Саши и Даши, является тетей. Единственное число именительного падежа имеет форму тетя, родительный падеж. Нет кого тети или без кого без тети во множественном числе кто тети, в родительном падеже множественного числа теть или тетей. Муж тети Веры для Саши и Даши – это дядя. Единственное число именительного падежа этого слова – дядя, родительный падеж единственного числа – кого дяди, множественное число – также дяди и родительный падеж множественного числа – дядей. Уменьшительно-ласкательная форма слова «тетя» – это тетушка, а дядя – дядюшка. Помните, пожалуйста, что слова «тетушка» и «дядюшка» отличаются по употреблению от слов «тетенька» и «дяденька», которые, хотя и являются формально также ласкательными от слов «тетя» и «дядя», но используются обычно в разговорной речи или детьми как обращение к старшим по возрасту женщине или мужчине. Если Вера и Олег являются для Саши и Даши тетей и дядей, то Саша и Даша для них племянник и племянница. Тетя Вера и дядя Олег имеют также двоих детей – сына Кирилла и дочку Милу. Для наших героев Саши и Даши Кирилл – это двоюродный брат, а Мила – это двоюродная сестра. Вот такая семья у нас получилась. На сегодня это все. Я желаю каждому иметь дружную, надежную, любящую семью. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале «Русский по полочкам». Ba ba da ba da ba da ba ba.